Привет, вы на канале Практический арбитраж. Сегодня у нас очередной практический ролик. Мы покажем запуск на Турцию, расскажем все методологии, которые сейчас в текущий момент актуальны, и что будет актуально на 2026 год. Сейчас чуть позже подключится Никита, да, он ждет, подготавливает там креатив. Мы покажем ряд воронок, и я расскажу, как правильно сейчас запускать именно турков, чтобы они вас конвертили. Никита подключился, да? Никита, мы с тобой тут, как говорится, в выходной день даже, как ранние пташки встали, обсуждали, что сделать. Да, во-первых, мы проясним сразу ситуацию, потому что многие говорят... Платежки лежат еще, что ли? Платежки не лежат, на самом деле. Просто у ряда регуляторов подняли минимальную сумму пополнений, да, у процессоров. Исходя из этого, платежки-то есть, они работают, но, скажем так, есть некая проблема. Суммы пополнений, то есть как раз таки у вас отфильтровывается некачественная аудитория. В таких случаях что? Какие есть решения, да, какими путями, собственно, нужно идти? Это найти реклу, да, который какие-то альтернативные платежные решения с минимальной суммой пополнения предоставляет. Либо же забирать более повышенные ставки, тем более сейчас такой период, да, аукцион в Турции должен быть более пустой на самом деле. Ну и тем самым, соответственно, на более повышенных условиях проливать. То есть фактически можно выпросить, ну скажем так, X, наверное, в половину повышения ставки, я думаю, от текущей на самом деле. Ну и как бы там даже долларов за 60, скажем так, вы сможете смело FTD выкупать там за 50-60. Но мы посмотрим, сами продемонстрируем это. Мы запустим воронку со слотами, да. Мы не будем тут акцентировать внимание на всякие обходы, модерации, а сделаем упор еще раз, то есть на корректную архитектуру. Цель у нас, да, какая? Собрать 50 покупок за 7 дней. Чего многие на самом деле не делают, это является правильным, да, действием. Мы так будем поэтапно проговаривать, и это сейчас начнем делать. Минимальный вообще тестовый объем, то есть получается у нас 3 от сета должно собрать по 50 порчей. То есть того должно быть, пока так цифрами, 150 покупок. 150 целом на 75, это у нас там около 11, там, сколько, 11 250, наверное, тысяч долларов. Полный цикл у нас получается обучение. На старте всегда нужно всем понимать, да, вот кто заходит в гимблу, там говорит, ой, у нас там минус, ой, у нас там дорого. На старте CPI будет всегда выше. Тут нужно закладывать где-то, ну, скажем, при такой ставке до 90-100 долларов, что депозит у нас средний будет выходить. В первые 3-4 дня так будет происходить в любом случае оптимизация. Про нее тоже забывать не стоит. Мы как будем делать с тобой? То есть у нас есть 3 отсета, и мы поставим с тобой бюджет на них, я думаю, долларов 100-150. Сейчас подумаем, пока вот ты будешь сейчас, там будем с тобой структуру строить, я еще в голове пересчитаю. Да, то есть цель у нас первые 10-20 покупок получить. Это как сбор, скажем, сигнала, да, аналитики. Далее, там, 4-й, там, где-то 7-й день обучения. У нас 2 лучших отсета. В целом, общем, можно уже будет повысить по баджу и там, ну, в общем, замасштабить их. Это мы тоже расскажем, как сделать. То есть структура компании у нас какая с тобой будет? Все по классике сделаем на продаже. Давай создавать пока структуру, а потом все ссылки будем поставлять. Мы сейчас сделаем с тобой структуру, покажем, какую ПВАшку используем. То есть мы сделаем такую еще альтернативу. С Никитой мы тут как раз дискутировали. Ребята, кстати, вот так сразу скажем, да, мы не готовимся вообще, на самом деле. У нас нет никакого там, не знаю, плана. Все вот экспромтом. С утра вот я стал, подумал, Никита подключился, мы что-то поковыряли. Он говорит, Андрей, себешка лучше показывает. А я вот сейчас, допустим, так поанализировал, почитал, повычитывал и так далее. Мне кажется, что и биошка должна на старте лучше отрабатывать, а потом ее нужно выносить как раз в CBO. Так, в целом, в общем, там предыдущие наши компании по Африке показывали. Мы к ним потом вернемся, не будем в этом видео сейчас засорять, скажем так, эфир. То есть у нас сейчас будет, значит, все покупки, продажи доставим цель. Event покупка по классике, да, проверяет, чтобы у вас пиксель был себя правильно настроен. То есть здесь мы ничего не меняем. Дальше, по гео, все, выставляем все гео, да, добавляем Антарктику, отложку делаем также на новые сутки. В принципе, у нас кабинет -8, он через опять там 2 с Нет, это половиной. вечерний. Конкретно это вечерний. Да, и следующий утренний. Следующий утренний. Ну, ладно, не важно. То есть, как бы мы возьмем, да, еще важный момент, да. Мы запросили с утра 2 кабинета, -8 и какой-то плюс, какой получается? Плюс 7. И плюс 7. Плюс 7, да. Плейсменты, друзья, Advantage, никаких разделений, 7 дней атрибуции клика, еще раз повторюсь, да, никаких интересов на старте вам не нужно делать, это все прям по классике. Здесь можно вообще брать 3 отсета, вот смотри, Никита, что я даже тебе хотел рассказать, можно взять, значит, 3 отсета, первый с кардинально-классическими настройками, второй взять еще с интересами. То есть поставить во втором отсете там такие классические интересы, типа мобильные игры, онлайн-игры, там какой-то ES Sports, Casual Games, вот такие всякие, короче, классические, но не без всяких без всяких там прямых, типа казино, там типа ну понял, короче, без казиношек. То есть просто про игры. Вот в таком ключе сделать. А третий отсет можно еще поиграться тоже с классическими настройками, но типа там lookalike, если у нас пиксель, в принципе, у нас пролитый, можно на нем там lookalike историю реализовать. Либо же оставить его просто
просто для теста дальнейших новых креативов. То есть, на самом деле, сделать 3 ацета и вот их как раз посмотреть, повертеть. Касаемо объявлений, прямо сейчас, секунду, дойдем, да, касаемо объявлений. У нас с тобой будет 3 видео в ацете, ну, то есть 3 объявления, да, плюс 1 статика, 4. Недавно наш 5 клиентов Mentor's дал такую рекомендацию, наводку, тоже тезка мой Андрей, максимально прям толковый, вообще прям мега толковый парень. Это же даже ФБ дает рекомендацию, если помнишь, да, Никита, такую тоже историю встречал. Вы, дорогие подписчики, наверняка видели то, что ФБ рекомендует разбавлять еще видео Крео со статикой. Если вы только статику загружаете, то статику разбавлять видео. И вот самый топчик сейчас, это пока вот вам как рекомендацию дадим, да, 3 видео и 1 статику в 1 ацет поставить. То есть мы также все по EBO-шке запускаем, не по CBO-шке на старте. И ставим, собственно, 3 видео креатива и 1 статику поставим. Мы будем под Gates of Olympus по классике все использовать. Естественно, с креативами вам нужно там дальше будет играться, что-то пробовать и так далее. Это пока отдельная тема. Про наши UGC-шки, да, многие спрашивают. Ссылка есть в описании, друзья. Пишите, заказывайте. Студия у нас работает. Скоро там еще... Я думаю, Никита еще одну фичу покажет, наверное, пока мы сами, наверное, поюзаем, поиспользуем, но есть кое-какие наметки, наработки. Давай создавать. Да, касаемо оптимизации, так тоже скажу пару слов важных. Смотрите, оптимизация очень сильно решает. Пока у вас не будет пополняться, скажем так, баланс ацета депозитами, сам ацет у вас не будет оптимизироваться, не будет обучаться. Соответственно, Facebook не начнет корректно вам подкидывать, да, более узкую, более целевую аудиторию. Совершенно верно, да. То есть, единственное, что скажем, то, что вот многие, такое, да, вот это суеверие, постоянно мы там у всех клиентов тоже на менторство исключаем, про момент там оптимизации там на... Короче, стопы включения, и типа это является там сбитием оптимизации. Вот это вот абсурд, друзья. То есть, если у вас, естественно, какой-то ацет там идет сегодня не туда, там по каким-то ряду других причин, в гео, в офере, в аудитории, неважно в чем, ну, конечно же, его надо стопать, надо минусить с ним. Здесь у вас, ну, сколько раз мы показывали во всех видео, да, то, что можно его вернуть с нулей в работу, и он вновь там покажет себя позитивно, положительно. И как бы здесь куча других факторов, но останавливать такие ацеты, конечно же, нужно. Да, друзья, подход у нас стримерский, все по классике, с нашим любимым крикуном, мне кажется, все его в спай уже видели и так далее, и так далее. По текстам. Все будем использовать 3 вида текстов с тобой. По приложению возьмем с вами стандартную ПВАшку Олимпа. Выглядит она следующим образом. Оформление, описание, рейтинг, комментарии. По-моему, Андрей, ты в каждом ролике, да, говоришь и уделяешь там отдельное внимание тому, что важно ПВАшку оформлять корректно, важно заполнять комментарии, позитивные, негативные. Ну, с контентом нужно играться, совершенно верно. Надо прогревает. Как раз-таки очень многие там жалуются на плохой CR из Unicode инсталл, потом из инсталла в Регу, и там могут винить только креатив. Не всегда, друзья, креатив. ПВА является вашим полным элементом воронки, ровно так, та же самая фанпейдж, про которую мы везде говорим. Поэтому уделяйте этому особое внимание. И Android, и iOS трафик нужно принимать. Обязательно, не нужно исключать его. То есть, поэтому мы еще раз акцентируем внимание, Advantage Placement оставляем, не сегментируем по операционным системам, по устройствам и льем на full, на полную линию. И в этот, надо звездочки поставить, в это было в описании еще поставить. Точнее, ну, сейчас давай делай. Первый текст основной, да, дальше заголовок, строчка. О, кстати, стоп, еще вот эту историю тоже, генерацию нужно использовать. Помнишь, да, друзья, еще один лайфхак. Сейчас все, что вообще, давайте так, все, что используется Advantage, обязательно используйте. Здесь, опять же, кривить душу не буду, у нас наши, опять же, там одни из клиентов на менторстве, уже наши друзья, команда Underdog, да, вот с ребятами тут еще на одну коммуникацию мы дополнительно вышли. Они сказали, говорит, Андрей, попробуйте эту фичу с текстами. Улучшает конверт, прям дает свои дополнительные фичи и так далее. То есть это нужно использовать. Так, и по описанию звезды, да? Да, можно даже, знаешь как, давай мы скопируем с тобой один вариант, который вот из генерации текстов выше идет. Ну вот, который из 5 он тебе взял, да, забери ее в описании, там без звезд сделаем, сейчас поинтереснее. Он, скорее всего, нам предложит еще на это альтернативу какую-то. Прям, да, скопируй любой текст. Да любой. Там, без разницы. Конечно, давай, да. Вот этот возьмем opens в описании. И нажми добавить вариант описания. Попробуй плюсики тут понажимать. А, нет, все, он не дает, я понял. Ладно. Он обычно просто предлагает. Окей, оставляем пока так. И здесь либо, смотрите, на Турцию какие call to action. Я тоже тут аналитику некую провел. Либо install now, ну, типа установить, либо подробнее. Вот, то есть играть сейчас стало себя хуже показывать, плюс Facebook начинает как бы так отсегментировать всю эту историю. Поэтому давай подробнее, может, оставим ниже. Или скачать. Давай скачать лучше. Вот, давай скачать, реально, по классике сделаем. Просто скачать.
Идеально. Да, далее. Здесь-то все вроде бы. И улучшение видео, улучшение текста. Я бы, честно, на самом деле, возможно, всякие вот эти штуки еще, может быть, и оставлял. Но все, оставь лучше не видео, пускай будет, видишь, ничего он там сделает. Сейчас ФБ дает предпочтение. Улучшение видео? Да, 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 Мгм. да, да. Все, вот так оставляй, больше ничего не делай. Давай, готово? Готово. Это у нас есть. Да, дублируем, получается еще 3, да. Мгм. Супер. То есть нам еще 2 видео и 1 статика нужна. Угу. Фанку ты под Зевса взял или просто пока пустышку? Пока что пустышка, я поменяю. Мы же сейчас показываем саму структуру, правильно? Саму Да, 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 да. схему, сам Саму костяк. структуру. Ну да, там дальше потом совершенно верно, чтобы уж время этим не занимать. Потому что мы здесь более продуктивненько все сделаем. Так, бюджет ты сколько выставил на ацетах? Бюджет пока что не выставлял, ждал фидбэк. Да, давай Да, выставим. либо $100, либо 150, Давай, да, 150, 200 пей. давай поставим, да, соточку. 199 воткнем. Только у нас с тобой эти донги вьетнамские здесь. Такой тоже еще момент, пока ты переконвертируешь, да, скажем, что на самом деле, друзья, валюта, валюта у кабов тоже влияет на трасса зацеп. Если вот подкаст наш с Артуром Джаз смотрели, он неоднократно делал акцент и многократно сам оговаривался, то, что вот евро, 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 евро. И потом он сказал, говорит, это не то, что я просто в евро привык работать, потому что кабинетом мы только евро используем. У них есть тоже определенный траст. И есть еще и, скажем, такие тир-3 валюты, как мы называем, да, вот всякие вьетнамские донги. Они тоже в целом общем дают свои плоды. То есть, друзья, вот таких маленьких, скажем, лайфхаков в действительности еще много присутствует на самом-то деле. Не все так тривиально просто, не просто взять и запустить кабинет, как вы думаете, да, повторить там что-либо и бездумно добиться результата. Так, к сожалению, не работает. Структура у нас корректная. То есть, давай подпишем, что это компания BIOшная у нас. Да, ABO. И знаешь, как мы сделаем? Для полноты теста ровно такую же компанию сделаем CBO-шную. Давай. Как раз покажем друзьям разницу, да? Как оно по-разному может пойти. Но здесь нам придется вести внимательнее. Я тут точно буду тоже поглядывать. Будем с тобой все это дело анализировать. Надо попросить всех наших этих друзей и помощников, как говорится, чтобы никто сюда не вмешивался, потому что есть определенный правильный тест, который даст свои плоды и результаты. Сейчас мы дальше с тобой это проговорим. На CBO тогда бюджет какой Соточку, тоже соточку ставь, все. поставим? Да. То же самое. Да. Мгм. Все корректно, да, он поставил? Да, 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 да. Да, ну и дальше здесь остается поменять, понятно, креативы, да? Да, Поменять да. креативы, да. То есть мы возьмем и минусовой, и плюсовой кабинет для залива данной, да, данной структуры. Потом, значит, также там сделаешь 2 компании, да, аналогичные. И, собственно, мы их пропруем и начнем вести. Покажем все ведение, да. То есть здесь смотрите, какой момент. ППАшки, да, вот то, что Никита затрагивал, тоже дополним. Здесь, скажем так, есть некие обязательные требования. То есть мета сейчас на самом деле смотрит лендинг, даже если вы, ну, еще этого как бы не слышали, не знали, да, те же самые и мета-боты, и от Germany, от Гугла. Ну, в общем, на ленде обязательно ставьте 18+. Должно быть. Дальше должна вот эта приватная полиция быть. То есть, ну, то, что вот многие убирают, там ставят бонусы, стирают. То есть, и вот эти все дефолтные значения, которые на ленде присутствуют в оригинале апки, они должны оставаться. Многие это, я знаю, сносят. И из-за этого, друзья, у вас тоже может пропадать конверт. Добавление иконки должно быть, да, понятно, на рабочий стол. Ну и пуш разрешение, чтобы не сразу не выскакивали. То есть, через какое-то действие, в принципе, на всех ПВАшках так и реализовано. И очень важно, чтобы была быстрая загрузка. То есть, не грузите всякими YouTube там видео. Многие, я знаю, умеют еще добавлять какой-то жирный, там, качественный там, графикой обои, то есть, да, большого размера не надо грузить. Нужно, чтобы прилка, домен, да, в целом ленд быстро прогружался. Что мы будем, значит, как вести? Смотри, Никита, ты пока можешь там криво тебе отправить. Ну, в принципе, ладно, ты потом это сделаешь. Мы проговорим просто для аудитории. И здесь как поставим такую некую паузу. То есть, первые, значит, смотри, 72 часа, что мы делаем? Не меняем креативы, понятно. Не трогаем бюджет. И выключаем ацеты раньше, скажем так,
с 24 часов, скорее всего, мы не будем. Мы будем только некие объявления выключать, смотреть. Если что-то пойдет уж вообще хаотично, мы выключим. Что значит хаотично? Мы смотрим, значит, с тобой на CTR по классике, да, на клик и убираем креативы с CTR меньше единицы. Меньше единицы даже себе запишу. Смотри, и касаемо статичного крео, да, вот, ребят, кто смотрел предыдущее видео, давай, может, покажем, подгрузить статику. Сгенерим одном из объяв сразу. Вот эту фичу с мета-генерацией, мета-АИ, да, мы ее здесь внедрим тоже, давай. Ну, какую-нибудь в объявку подгрузи. Так, сделаем. Угу. Мгм. Да, давай покажем, как она генерит опять, что нам предложит. Здесь, да, вот все то, что Никита корректно поправляет, так и нужно делать. В целом, вообще, в Турции тоже есть такой, да, приоритет на креативы stories формата, там, 9:17. Это к этому тоже нужно идти. У нас как раз Крикун в такой интерпретации это сделан, в таком визуале. Сейчас, пока он генерит, давай дополним тогда мысль. То есть, что мы не делаем, я сказал, да, что делаем? Еще раз повторюсь, смотрим, да, CTR, смотрим стоимость клика, убираем крео, вмешиваемся, да, меньше CTR единички, ну, естественно, оставляем те, где будет хотя бы один purchase, покупка. Суть какая? У нас, еще раз повторюсь, друзья, не стоит пугаться, изначально будут стоимости, да, выкупа депозитов, ценность результатов, да, дороже, чем по KPI нам подходит. Поэтому этого бояться не стоит. Давай покажем, что тут у нас получилось, прокомментируем, скажем так, немного. Ну, в целом, как бы, есть хорошие красочные картиночки. Кроме последней только. А пара, что там? Краунти была. Ну, эти последние только какие-то, мне кажется, да? Непонятные. Мгм, Про мгм. банк Да, сам вылезли. Facebook прикольно генерирует статику аналогичную, да, делает разные вариации вашей статики. Угу. Но что важно понимать, он это делает корректно через раз, да, не каждый раз у вас будет получаться там симпатичные какие-то вариации вашего креатива. Но используйте эту фишку 100%. За счет этого ваш CTR будет, во-первых, держаться дольше, да, во-вторых, он сам по себе будет выше, потому что в процессе пролива Facebook будет перебирать, какой из ваших или сгенерированных креативов отрабатывает лучше. Ну и, Угу. соответственно, в процессе пролива его чаще, да, показывать. Да, 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 совершенно верно. Все выделил, да, добавили. То есть даже у вас сверху вот рекомендации есть, видишь, CTR показывает то, что будет выше, там 11, он пишет, да, процентов ниже и так далее, и так далее. То есть, друзья, вот эту фичу используйте. Мы уже в предыдущем видео это показывали, кто еще не смотрел, посмотрите, да, и юзайте. Все вот эти сейчас мета-аишные истории и advantage истории в любом, скажем так, фокусе опций, да, будь это аудитория, будь это плейсменты, будь это бюджет и так далее, нужно использовать. Но себешку мы здесь не используем, хотя она тоже к Advantage относится, не используем на старте. Немножко я проговорю, да, что у нас будет. То есть у нас оптимизация с тобой будет после где-то 10-15 депозитов, мы будем с тобой отключать дорогие уже отсеты. То есть масштабировать будем лучший, каждые 24 часа, да, и каким образом будем еще дублировать, масштабировать, извиняюсь, будем дублировать отсет, повышать бюджет и добавлять в него новые креативы. Вот это вот сейчас, опять же, в сторону Андромеды, про которую тут что-то я сегодня какой-то ролик даже наткнулся, кто пишет там, ой, Андромеда разорила команду, ушли лить АСО и так далее. Да просто пользоваться, да, никто не умеет на самом деле, и есть определенные там нюансы. Здесь фича какая? Нам с вами... Я сразу просто заметки даже все записываю, да, нам с вами нужно прям новые крео тестировать дальнейшее. То есть, предположим, вот мы сейчас с вами тоже с нуля все выстраиваем, у нас нету никаких компаний других, да, мы запускаем новую компашку, и в дальнейшем новые крео под того же ZISA, которые нам там сейчас дизайнеры будут делать, да, или там нейронкой будем генерить и так далее, не нужно запускать на новые компании, а можно подгружать уже в зацепившиеся отсеты. Гораздо проще их так протестировать, гораздо проще так освежить CTR вдруг падений, и такая компания будет работать как раз-таки в долгосроке. Facebook сам будет ротировать между собой креативы и выбирать более успешные по вовлеченности. Вот именно это мы и попробуем сделать. Мы как раз, Никита, с тобой там, по-моему, есть какие-то, может быть, свежие зевсы, стримы. Если нет, мы их там попросим на понедельник даже там сделать, да. Либо там, может, какие-то были, мы будем их постепенно подгружать. Понятно, что, еще раз повторюсь, это делается не в первые сутки. Но дальше мы это покажем, как это делать, и добавим, скажем так, эти фичи. Итоговая, то есть у нас формула, да, с вами такая, давайте по Турцию подрезюмируем. Запускаем все по классике, видео со статикой в объявах. Агрессивный у нас старт по бюджету сейчас будет, да, на отсетах, да, то есть мы сразу большой ставим такой бюджетик. И оптимизация у нас идет после там 1,5 суток, скажем так, будем отсматривать это дело. Вот, собственно, как бы наша с тобой такая методика по старту. Чтобы было проще подсчитать, то бюджет на ацете примерно 1,5 CPA выплаты. Ну да, да, да. Да, для Да. тех, кто там на сторонних гео хочет адаптировать бюджет Да. под себя.
Совершенно верно. То есть в таком ключе мы будем все это дело вести. При масштабировании, да, после выхода на адекватную, да, стоимость выкупа депозита мы будем включать CBO, то есть дублировать лучший ассет, выносить CBO-шкой, повышать бюджет на 20-30% где-то в среднем там, каждые 24 часа и добавлять также новые крео в эти объявы, но не трогая старых. Задача будет такая, чтобы алгоритм сам перекидывал на новые крео новое вовлечение, скажем так, освежал. И у вас вновь привлекалось более... Ну, то есть постоянно была жизнь. Не нужно эти новые крео тестировать сейчас на новых каких-то объявлениях. Вот это прям такой новая фича, да, которую вам нужно обязательно внедрить. Вот мы эту компанию покажем, как эталонно повести, там, да, постараемся ничего тут не перекрутить сами, да, и постараемся так, чтобы у нас там никто не вмешивался в эту компанию, не выключал ничего здесь без нас. Это вот нужно обязательно, я сейчас себе даже запишу. Да, то есть мы эту компашку поведем. Не компашку, а две компашки. Как раз, да, еще про кабинет обращу внимание, да, мы еще раз здесь заакцентируем внимание, то, что у нас и плюсовой, и минусовой кабинет. Мы сейчас максимально такой релевантный делаем запуск, максимально эталонный. Вот вам просто его нужно, скажем так, повторить, друзья. Все. Да, понятно, можете изначально бюджет чуть пониже поставить, но фишка в бюджете здесь тоже логическая, да, есть. То есть мы стараемся сразу ворваться в аукцион более агрессивно. Никит, продолжаем наш ролик. Друзья, да, всем еще раз привет. Понедельник, 15 декабря. В целом, в общем, не получилось нам в выходные записать ряд, скажем так, моментов по ведению, так как все-таки выходные есть выходные, да, и немножечко мы тут были перегружены тоже личными делами. Давай, Никит, покажем, что у нас, собственно, получилось или не получилось, да, по кабинетам. Да, сейчас мы находимся на утреннем кабинете, -8. У него вот через час новые сутки пойдут. Угу. Запускали мы обошку, запускали CBO-шку, на что хочется сходу обратить внимание. Да, во-первых, разные способы запуска показали себя по-разному. Да, Угу. несмотря на то, что там одни и те же креативы, одни и те же там сам формат запуска, отличается только вот бюджет. Ну да, да. Один и тот же день запуска. Вот, на это тоже обращайте внимание, что разные способы запуска, разные ведения, разные способы ведения ацетов компаний, они у вас тоже будут давать разные результаты. С этим необходимо играться, тестировать, перебирать, смотреть, да, и подмечать для себя там, то, что именно у вас работает лучше. Ну да, нужно тестировать, перебирать в любом случае различные вариации. Прямо здесь очевидно, да, что у нас как бы тут IBO-шка на старте лучше стрельнула на самом деле. То, про что мы говорили, пробуйте, друзья, прорабатывать, да, опять же, разные методологии запусков, плюс разные кабинеты. Вот, наверное, здесь сейчас на начальном этапе, чтобы нам далеко с тобой не уйти, давай покажем еще второй кап, как он себя показал. То есть у нас со вторым капом какая история случилась? Он плюсовой, он лучше, на самом деле, в тот прям первый день, ну, включи в другой плюсовой кап, он лучше стартанул, да, но он зафризился. То есть сделай... Вот, он так и прокрутил туда $50 всего лишь, да, дальше ничего он не дал. Но включил это в первый день, то есть когда он начал открут. Это было... Какой там? 13, наверное, да? Декабря. Вот, по-моему, да, 13-е. Нет, значит, Нет. да, он же, да, вечером стартанул, мы его запустили в субботу, да, новые сутки у него плюс. Да, то есть он максимально круто стартанул, но зафризился, вот это самое было обидное, потому что на нем, конечно, метрики были прям в разы интереснее на старте, там, если углубиться по компаниям, разбивку сделать, не в тотале смотреть, друзья, если вы анализируете, давай покажем все-таки, знаешь, как, ну, выйди пока просто, покажем, как правильно модерировать, да, такие компании. Выйди в раздел компании, да, перейди. Вы выбираете, естественно, сначала одну компашку, не надо в тотале сразу две, это мы для вас результат показываем, то здесь как раз-таки CBO-шка лучше себя начала показывать. Как ее нужно было бы анализировать? То есть каждый ассет вы анализируете внутри, да, по отдельным объявлениям. Смотрите, что по CTR ниже единички, давайте мы прям такой сделаем, да, некий кейс, ниже единички по CTR вы это стопаете. Соответственно, дальше смотрите по кликам, смотрите по инсталлам, как из инсталла в регу идет. То есть с каждой метрики с самого низу начинаете смотреть. Первый для вас, еще раз повторюсь, показатель, да, это CTR. Он не должен быть ниже единички. И да, он здесь тотали даже, если не проваливаться в объявление. Ну и, соответственно, цена клика должна быть удовлетворительной. Опять же, вы каждый элемент, то есть каждый отсет, как отдельную компашку, как будто бы изначально смотрите, так как у нас внутри еще энное количество креативов было. Ты здесь запускал еще Lookalike, насколько я помню, да? Да, вот как раз группа объявлений, которая подписана 3L, это Lookalike. Давай, покажи, как ты ее вообще настраивал в целом, в общем, то есть по настройкам для ребят, потому что многие спрашивают, как ее настроить и так далее, и так далее. В чем разница, да, по настройке, то есть где что нужно выбирать, чтобы такой некий мануал был, потому что у нас много новичков смотрит, для них тоже это будет полезно. В разделе первое, что нужно? Обязательно нужно. Вам нужен пиксель, на котором уже есть 100 и более конверсий, да, ключевых депозитов. После чего в разделе «Аудитория», где мы там выбираем гео, возраст, есть
отдельный пункт «Включите эти пользовательские аудитории». Мы проваливаемся, да, в Мгм. «Создать», «Похожая аудитория». Тут обязательно выбираем пиксель, Мгм. да, Ну, тот самый вот это. пиксель, который жирненький, да. Так. Да, после чего мы выбираем количество похожих аудиторий, сколько нам нужно вообще подобрать, и процентаж, насколько она должна быть ключевой, наверное, так корректнее всего Ну сказать. да, То да. есть, чем меньше процент, тем более похожая, да, аудитория будет Мгм. подкидываться. Чем процентаж шире, там, допустим, до 10%, тем, во-первых, она будет подешевле, но и менее похожая. Да, да. Какие здесь акценты по количеству аудитории? То есть вот по этим настройкам, что здесь посоветуешь для ребят? Корректнее всего отрабатывает 3-4 похожих аудитории, Мгм. да, с диапазоном 1-2% на выборку. Мгм. Окей, окей. Здесь, так, дальше что? Выбираем гео, да, тоже прописываем, Мгм. к которому должно это все относиться, после чего ну, нам отписывает Мгм. процент похожей Мгм. аудитории, после чего нажимаем «Создать аудиторию». Но сейчас он мне может не дать создать ее, потому Мгм. что уже Мгм. здесь, ну да, потому что уже созданы они, Ну, понятно. вы уже создали. Что-то еще в Вот, и настройках меняется или нет больше? нет, 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 только пользовательские эти, только пользовательские настройки. Да, Только очень жалко, что у нас сам все-таки сам Николай. да, эта компания здесь не раскачалась. А давай вернемся в тот кабинет, который у нас спендил, да, -8. То есть, друзья, акцентируйте внимание, смотрите, мы делали тест, да, данный пролив на старте, на двух разных кабинетах. То есть, такой резюмировать с вами будем, да, мануал. Берите всегда разные кабинеты, то есть, разными часовыми таймзонами. Здесь у нас лук-лайк, кстати, хорошо стрельнул, смотри, на ABO-шке как раз-таки. 8 депозитов по Мгм. $24. Друзья, вот про то, что Турция, скажем так, да, многие говорят, особо плохо там льется, на самом деле она сейчас оживает, да, мы акцентируем внимание. Приходите к нам, мы подсказываем по подходам, выдаем даже приложение, все наши партнерки, ссылка в описании, Lead Generals, поэтому залетайте. Сейчас она будет актуально литься, то есть данного месяца, с декабря уже, в принципе, вы и в чате видите, у нас там некие подписчики даже выкладывают свою статистику, не то чтобы там с нашей командой, с нашей партнерки, а какие-то подписчики еще раз, то есть выкладывают, да, результаты свои, и действительно Турция льется. Просто нужно брать хорошие оффера, их правильные подходы. Причем здесь два решения, как мы уже ранее говорили, да. Первое — это увеличение ставки, раз, чтобы было маржинально проливать. И второй момент, соответственно, это хорошие оффера, да. То есть в симбиозе либо хороший оффер, либо хорошая ставка вам даст в целом профитные показатели сейчас на Турции. То есть давайте так, у нас тут ставка довольно-таки, скажем так, есть хорошая, и даже получил средний результат за депозит, там, ну, $40. В целом это классика, да, опять же, по ТР. По факту там сумма затрат, да, $787, ревеню 1500. Вот вам, пожалуйста, там за 2 дня, где мы там особо, скажем, уж так не следили, у нас там больше наши саппорты, коллеги, да, подстраховывали, смотрели, что и как проливается, получился плюсовой результат. То есть в целом и общем многие спрашивают, какие там цифры можно, да, в нашей сфере достигать, каких цифр. Если максимально педантично следовать всем вот инструкциям, да, правильно работать, то и будет, собственно, корректный результат. Но это мы дальше еще затронем, там сейчас с Никитой касаемо там результатов наших ребят с менторства, да, чуть дальше. Сейчас маленько по кабинету. То есть по факту здесь в целом весь кабинет, да, получился плюсовой, да, однако CBO-шная компания показала себя похуже, если там в тоталь, да, посмотреть, по-моему, да, 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 да. Она получилась отрицательной, от нее как бы можно на самом деле вообще в целом избавиться. Ее там можно не брать, она перекручивалась, что-то в деп она там слабовато шла, да. Но мы на самом деле там, честно скажем, да, в выходные удались такие маленечко там без связи, что у Никиты, что у меня, и мы толком там особо кабинет, опять же, повторюсь, не следили. Поэтому мы однозначно будем сейчас пересобирать воронку еще с креативами, на чем вот сейчас до звонка, да, там за кулисье с Никитой поговорили, пересоберем крео, чтобы вот данный, ну, скажем, данную компашку замасштабировать и дать вам хорошие показатели. Никит, что еще есть вот по данной компании? На чем бы еще акцентировал сам внимание? Я бы на чем сконцентрировал внимание? На ставках, да, то есть это не супер повышенная там конкретно для нас, да, какая-то ставка. Мгм. Это плюс-минус такая же ставка, которая будет ну, есть у вебов в Да, партнерке. да. Да, то сейчас кто-то напишет, что, ну, конечно, там с такой ставкой грех в плюс не проливаться. Ну,
Не-не, в этом как раз Я сейчас и честно скажу. закладывается, да, решение. То есть, причем это слоты, вы помните, да, друзья, в начале видео, кто еще вот перематывал, посмотрите, мы запускали слоты, то есть здесь нету никаких там крошей и так далее. Да, можно и с крошами скомбинировать, но лучше стараться все-таки лить, конечно, качественный, хороший покупаемости трафик. Поэтому здесь мы в любом случае там в чатах с вебами подсказываем эту историю, но если вы умеете в действительности проливать, у вас есть подходы, понимание, вы умеете работать с кабинетом, вы умеете работать с компаниями, с трафиком, с аналитикой, да, и масштабированием, то тогда вам, конечно же, нужно регаться у нас, ссылка в описании, или Generals.com, и будет счастье, как говорится. Касаемо креативов еще, да, вот Да. тоже зафиналить, почему рекомендуем смотреть на CTR, отслеживать его, улучшать свои креативы, баловаться с различными вариациями, Мгм. триггерами, даже так скажу. Потому что просто банальный пример, здесь CTR на уровне там 1,5%, да, 25%. То есть мы креативы такие не самые свежайшие взяли, просто там корректные, которые отрабатывают, но будь эти креативы доработаны, доведены до идеала при тех же самых затратах, да, при том же самом CPM, будь CTR на уровне 2%, у вас самих метрик было бы в 2 раза больше. Больше кликов, да, больше лидов, регистраций, соответственно, депозитов. Логично, да, да. То есть акцентировать на это внимание сейчас нужно, в действительности. Вся алгоритмика ФБ как раз-таки строится на первом, да, касании изначально теперь, чтобы у вас креатив реально цеплял, делал хук. Мы об этом, наверное, тогда более подробно, понятно, клиентам сейчас на менторстве рассказываем. Но мы обязательный ролик подобного формата такой, с неким разбором сделаем. Возможно, там и дизайнеров наших подключим. Возможно, с кем-то из клиентов пройдем совместный колл. Там, ну, в общем, мы как-то это подумаем, как заструктурировать. Но на этом, в действительности, нужно делать такое важное внимание, обращать. Окей. Так, давай покажем тогда, что с этой компанией. В общем, давай CBO-шку сразу выключай, она нам не нужна. Прямо здесь ее выключи, да. С EBO-шкой мы дальше там поиграемся, либо вообще как раз перезапустим и сделаем максимально корректный там запуск, да, уже со свежими вариациями креативов, и как раз-таки покажем, как мы эти компании вели. Так аккуратненько их раскачаем и доведем до ума. Пообщаемся там с нашими тоже дизайнерами, в общем, всей этой историей поделимся. Вот касаемо, друзья, фризов, да, что я еще хотел дополнить, то, что у нас там один из кабинетов зафризился, мы там определенное агентство сейчас тестируем, мы вновь начинаем потихонечку сейчас уходить на физические аккаунты, да, на спенды. Кстати, все аккаунты и расходку вы можете брать в нашем шопе, друзья. У нас есть свой шоп уже давно, он там существует. Можете туда писать Generals, там, слэш снизу шоп, да, ссылка тоже есть в описании. Либо там в чате в нашем спросите, если вдруг не нашли, вам там коллеги подскажут. Суть в другом. Кто ищет хорошую сейчас платежку, наверняка вы слышали ситуацию, что там с Ла-Маншем, да, случилось. Мы, собственно, на нем тоже работали. В целом, там, против ребят ничего плохого не можем сказать, но случилось и случилось, да, есть такой некий нюанс. Но сейчас мы юзаем ADS карт. Ну, в общем, пока прям безотказно ребята себя показывают, да, карты, причем под любые источники здесь существуют. Ну, в общем, максимально... Наверняка вы об этом сервисе многие уже слышали. Кто не слышал, просто переходите. ADS карт, друзья, регайтесь. По нашему промокоду LeadGenerals вы получите там определенные, короче, условия, бесплатные карты, возможно, пониженный процент. Ну, короче, регайтесь просто по промику, и будет для вас тоже счастье, будет пушка. Мы дальше этот сервис будем максимально сейчас внедрять и использовать. Так, потихонечку потестили, и вот теперь можем поделиться, потому что многие у нас и вебы в партнерке спрашивают, ребята с менторства, какие мы карты стали использовать, как-то мы так очень осторожно ко всему подходили, но вот ADS карт пока в действительности такое хорошее платежное решение, с которым можно максимально работать. Ну, ладно, об этом далее. Теперь давай кабинеты, да, которые хотел ты еще показать. Просто посмотрите, как у ребят обстоят дела. Какие моменты важно сразу понимать, это одни из первых запусков ребят, Мгм. да, то есть они, можно сказать, без опытов Да, зашли да, мы давай, в давай это еще направление. два слова здесь прям пока вставим, пока ты не продолжил. Смотри, друзья, здесь на самом деле к нам заходят вообще разного уровня клиенты, абсолютно. Есть ребята, вот сегодня у нас там есть ряд звонков, да, такие скилловые уже, с опытом, большие команды. Есть вообще ребята, которые Фейсбуком просто не пользовались, да, как источником, ни разу, ни одну компанию не запускали. И, соответственно, здесь, говорю, мы всегда максимально пластичны, у нас нету какого-то такого шаблона. Мы ребятам, как видите, предоставляем свои же кабинеты на этап нашей там личной менторской работы, да, мы выдаем расходку, есть бюджет попрактиковаться, понабивать руку полностью под нашим контролем. Ну, в общем, все структурно вместе делаем. В том числе и рассказываем, как креативы, да, набивать и создавать и делать реально хорошие рабочие крео, да, которые конвертят. Хочешь реально зарабатывать в iGaming? Я беру в личное менторство новичков, веб-мастеров, команды и даже владельцев казино. Все в Zoom, все в реальном времени с пошаркой экрана. Мы разбираем твой кейс и сразу внедряем решение. На практике я уже помог разным клиентам, от первых шагов в арбитраже до масштабирования больших проектов. Мест мало. Пиши прямо сейчас и начни делать результат уже на первой сессии. Я жду тебя. Ссылка в описании. Здесь Гео Африка, Мгм. да, с
выплаты во сколько там? В $7 достаточно долетное гео по Мгм. депозитам. Около 15-20% депозитов еще долетят. Вот, но что важно подметить, это полностью собранное с нуля. Мгм. Да, вот как раз учениками с менторства воронки, да, полностью с нуля созданные креативы, ими же, поэтому мы просто в объявление не будем проваливаться, чтобы, ну, Ну да, уже ребята сами делают, просто как бы мы, не да, палить связки да, мы их. не, просто когда бывает показываем, хочется поделиться, но потом некоторые ребята как бы сам там труд, расстраиваются, немного огорчаются, поэтому мы решили, что не будем самому криво так уж показывать, да, в открытую. Но, да, одно вот только единственное, то, что вот Никита подметил, я еще раз повторюсь, Крио действительно сделано с нуля, собственно, руками ребят и самостоятельно полностью. Ну, я думаю, там по CTR это видно, Угу, да, того, какого уровня CTR сам. угу, угу. Опять-таки, это все за выходные, Ну да, 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 до 12 два дня, 2 дня. И 14 здесь тоже вижу до 2 дня. Кайфово. декабря. То есть, друзья, Вот за Африку это. можно намасштабить, просто почему изначально соло-вебом, да, более комфортно на дешевом гео, понимаете, работать, понабивать руку, посмотреть, как оно все работает, и можно, во-первых, это разгонять выкрутами, да, тут, видите, бюджет стартовый небольшой стоит. Можно разгонять выкрутами, можно заходить на какие-то более дорогие гео, там, ту же самую Турцию, которую мы, опять же, там, предлагаем, да, куча там других гео тир-1, ну, в общем, методика-то везде одна, просто нужно прочувствовать процесс. Еще, да, тоже вот, ребят. Ну, везде, 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 как видите, плюсовые. Да, чтобы вы понимали, ставка здесь $7, по-моему, если не ошибаюсь, да? Да, Да, 7 на да. 86, да, 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 да. По ценности результата вы сами видите, какие ревеню, какие рая в целом выходят, да, ну вот как бы по сути несколько кабов там ребята ведут, ну в целом там около $500 там профита чистого получилось за 2 дня, да, по факту, если эта компания дальше также продолжит вести максимально там, да, педантично это скажем, то и результаты будут максимально на выходе жирнющие. Поэтому гео действительно такой бездонный, сейчас есть такой некий тренд по Африке, у нас тоже очень много офферов на самом деле на Африку представлено в нашей партнерке, мы еще раз сделаем акцент, да, поэтому, друзья, все ссылочки по всей информации, то, что мы проговариваем, мы всегда оставляем в описании под видео. И будьте добры, внимательно ознакомливайтесь и пользуйтесь, как говорится, с умом. Если подытожить, Давай, давай, давай. что было в этом ролике. Ну, первое, Турция работает, Угу, да, на нее можно проливаться, важно перебирать переменные, то есть вы, я думаю, обратили внимание, что, во-первых, там зацепились не все компании, да, какие-то угу, компании, там, например, зафризились, да, как было на этом кабинете, со старта пошли корректно, но потом ушли угу, во фриз. Э, Использовать разные способы запуска. CBO, IBO, lookalike запуски, разные способы ведения ацетов. И особое внимание уделять креативам. однозначно, да, да. Методологии запусков, креативы, сервисы правильно используйте. То есть сервис тоже роляет. На самом деле, друзья, сплитуйте. Мы вот опять же не просто так говорим, что сакцентировали сейчас внимание, да, на ПВ-партнерстве, поэтому посмотрите. Потестируйте для себя тот сервис, с которым вы работаете, то, о чем мы говорим, кстати, вот после предыдущего Никиты ролика, или, ну, не помню, какого-то вот много ребят отписало, то, что засплитили партнерс как раз-таки с другими сервисами, со скаком, например, и получили гораздо высшие показатели. Поэтому, друзья, вот на этом точно я бы рекомендовал бы не останавливаться, тестировать и смотреть. Это очень важно. Окей, давай мы с тобой еще разыграем тогда из предыдущих комментариев. Разыграем с тобой $100. Опять же, у нас там достаточно много комментариев получилось. Ребята были максимально активны. И, друзья, в этом ролике также, который вот выйдет сегодня, он публикуется вечером, да, вновь такой же конкурс. Поэтому, друзья, участвуйте, все честно. Мы публикуем всех ребят, которые там радостно выигрывают. Все открыто, рандомно. Мы там никакой, там, не знаю, подставой не занимаемся, все живые ребята, и, собственно, вы также можете выиграть, кому там лишние 100 бачей, скажем так, не будут лишние, да, поэтому от вас поддержка и довольно приятно посмотреть. У нас ролик там, причем, очень сильно набрал 2500 просмотров. Давай просто, и сколько там, 61 коммент опять, и на каждый я отвечал, наверное, скорее всего. Давай разделим просто, или 61 сделаем на, как мы-то с тобой делали, также рандомом кинем. А мы в тот раз подсчитывали. Ну давай, так же пробежимся быстренько, зарелизим. 29 я насчитал, 29 комментариев. Мгм. Поэтому, друзья, пока да, сейчас Никита реализовывает, да, скажем так, розыгрыш для вас, $100 раздает фактически он. Все в его руках. Да,
Присоединяйтесь к нам в ПП, друзья, проливать с нами. Все сервисы, которые мы используем, там Антик, все, что вот вам нужно, если вы только заходите в сферу, либо хотите там выстраивать команду, отдел, все ссылки есть на сервисы в описании. Приходите к нам на менторство, мы все вам под ключ выдаем, прорабатываем, выстраиваем команды, любую историю реализуем совместно, и на выходе вы получаете практичный рабочий результат, да. Сейчас Никита еще в конце отзыва какие-нибудь там покажет, последний, который мы собирали. Так, что у нас тут? Ты все уже сгенерил? Нет, нет, вот Все, ждал. поехали. Ждал рекламной паузы. 24. 24. Поехали. Да. Ох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4. Так, кто у нас Привет. там? Почему нет возможности в РК сгенерировать похожие Крео? Перебрал уже несколько кабов разных. Почему такое может быть? Кстати, это очень интересный, да, вопрос? Вот, давай как раз заодно вживую еще и ответим. Ну, а ты отвечай. Правда, есть коммент, что не на всех кабинетах доступна эта функция, да, генерации Мгм. статики от самого Фейсбука. С чем это связано? Потому что наблюдаю, например, именно я. Кабинеты разной трастовости, и для того, чтобы у вас была функция открыта по генерации, необходим кабинет с дневным лимитом от $1000. А, Да, да? это потому, что видел я. Быть может, так совпало или что-то еще, но Мне кажется, просто да. трасс кабинетов влияет, друзья, на самом деле. Вот трасс кабинетов влияет, если с физических... То есть какие-то автореги, какие-то пустышки вьетнамцы часто, да, они не дают. У вас должен быть трастовый кабинет возрастной, с каким-то уже спендом, и вот тогда она история появляется. Я вот что замечал. То есть здесь грузить нужно изначально статику и кап, чтобы был с какой-то историей там спенда. Да, да. Ну, то есть не автореги, не новореги, на них 100% не будет этой функции, Да. а вот более трастовые Так, кабинеты. давай откроем аккаунт победителя. Собственно, да. Как еще раз там Арти, да? Да. Арти, ну, в общем. Друг, напиши нам, мне, да, в личные сообщения. Оставь свой тезер, и, собственно, мы тебе отправим твой выигрыш. Спасибо тебе за комментарий, реально полезный вопрос. И так еще, видишь, совпало, что стал победителем. Поэтому ждем от тебя сообщения. И, друзья, под текущим роликом поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на наш канал и задайте любые вопросы. На самом деле, мы стараемся на комментарии тоже максимально развернуто отвечать. И также вы будете участвовать в следующем ролике. Да, мы разыграем среди комментов также $100. Не то, что самый лучший, а просто Никита рандом, опять же, также сделает. Мы обязательно запустим кампанию, наверное, вот, ну, выберем какие гео, да, проработаем сначала креативы, выберем гео, и в том числе ту же самую Турцию, отдельно запустим более так элегантно, с небольшим таким баджем, да, аккуратненько поведем в рамках рабочей недели, друга там пострахуем, и уже как раз-таки замасштабируем, отрывками запишем именно процесс масштабирования, да, я думаю так. Да, да. Да, что по отзывам, расскажи, что есть полезного, Да. интересного больше. Также просто делимся отзывами за последние, сколько там с ролика прошло, неделю, да, Неделя, да, ровно плюс-минус, неделя, да. фидбэком. Важно, что запрашиваем всегда и положительный, и негативный фидбэк тоже, да, если он есть. Вот. Так, ну, я зачитывать это не Ну, буду. да, кто становится... Просто многие спрашиваете, друзья, что есть ли по отзывам. Да, есть. Мы отдельно все это аккумулируем, собираем, на самом деле. У нас большие там звонки проходят с большими командами. Есть клиенты, которые к нам повторно там с определенными задачами еще возвращаются. В общем, еще раз повторюсь, мы максимально делимся экспертизой именно на практике. Не просто там поболтать водой какой-то, да, а именно все вот так вот с пошаркой экрана прорабатываем, разбираем различные вариации. В общем, приходите к нам. Кто хочет овладеть Фейсбуком, как раз-таки сейчас на декабрь еще есть свободные слоты. Можно ворваться и продолжить там те же самые январские праздники. Но если вы, конечно, там не сильно любите погулять, потусить, можете к нам залетать, и будет довольно-таки прекрасно. Думаю, в целом ок. Финалем данный ролик, друзья. Думаю, он для вас был полезный. Вы для себя подчеркнете методики запуска. Вы поймете, что над креативами нужно работать. Посмотрите, потестируйте лук и лайк, если у вас есть жирные креативы. Но мы обязательно, вот я думаю, сегодня там уже или завтра с утра с Никитой опять запланируем старт. Начнем писать практику по масштабированию, потому что как раз-таки этот ролик, я думаю, для вас будет полезен. И мы еще затронем, я думаю, воронку по пушам, да. Я вот как раз думаю, полезная история. Тоже многие просят. Дизайн, креативы, точнее, отдельно бы как-то, не то, что отдельно, может, все там скомпоновать, пуши и масштабирование. Это будет максимально всем интересно. Всем спасибо, да, Никит, думаю, и хорошей Да. профитной недели. Мы сейчас пойдем уже на звонки. У нас в 11 начинается лютейший день. Понедельник день тяжелый. Все, всем пока, друзья, всем пока.